Всем привет! Сегодня мы поедем на маяк Кега. Сегодня у нас годовщина, и мы решили таким образом отметить нашу годовщину. Поедем туда, заселимся в отель, переночуем, погуляем, ну и заодно все заснимем, покажем. Мы планируем переплыть на лодке на остров, там, где находится сам маяк, и там погулять, поснимать, показать, какое там есть жилье, сколько оно стоит, как туда добраться. В описании я прикреплю геолокацию, где это находится. В общем, интересная поездка должна быть, поэтому поехали! А пока мы будем ехать, я расскажу вам про сам маяк и его историю. На юге Вьетнама, среди соленых ветров и вечных волн Южно-Китайского моря, есть место, где время словно остановилось. Это маяк Кега, старейший маяк Вьетнама. Он стоит на скалистом острове Ханба, в нескольких сотнях метров от берега, у мыса Кега. Чтобы попасть сюда, нужно дождаться отлива. Тогда узкая песчаная коса соединяет материк с островом. Но когда море поднимается, путь обратно исчезает, и маяк снова остается один на один с морем. Все началось в конце XIX века, когда французские колониальные власти решили построить здесь маяк. Эти воды были смертельно опасны для судов. Подводные рифы, бурные течения и внезапные шторма. Корабли разбивались о скалы, и море часто выбрасывало обломки на берег. В 1897 году архитектор по имени Шнават начал строительство маяка. Камень для башни добывали в горах близ города Фантьет и доставляли сюда вручную на лодках. Каждый блок гранита весил десятки килограммов, и рабочие устанавливали их один за другим без современных кранов или бетона. Строительство длилось почти 2 года. Люди жили прямо на острове, в жаре, ветрах и под постоянной угрозой штормов. Некоторые не выдерживали тяжелых условий. На острове до сих пор сохранилось небольшое кладбище строителей, погибших во время возведения башни. Мы ехали и наконец приехали, но еще пока не на конечную точку.
Мы решили передохнуть, потому что дорога очень утомительная. Вообще тут трафик такой бешеный. Хочется покушать, хочется передохнуть. Мы примерно где-то проехали процентов 60 пути. Остановились возле вот такой кафешки. Пойдем, сейчас узнаем, что здесь есть покушать. И продолжим путь. Ира обратила внимание, здесь такой корень, наверное. Да, это похоже на корень, правда? Корень, и он вот прям настолько обработан. Здесь вырезано столько мелких деталей. Давай, показывай экскурсию. Вот здесь вот есть храм на горе. Храм на горе. Там вот есть тут мужчина отдыхающий, кушающий яблоки. Да. И это все, да, это все прям дерево, цельное дерево. Деревня. Да. С храмом. Вот какой-то тоже вьетнамский мужчина, он рыбку ловит. Вон крокодильчики, которые тут водятся в Вьетнаме. Крокодильчик. Здесь еще прудик. один рыбак. Прудик снизу. О, лелека. Деревья. Лелека. Вырезанные. Красивенько. Красиво Необычно. вообще. Это... А даже еще под... Да. Потрясающе тем, что это все цельный кусок дерева, который обработан вот так вот интересно. О, здесь еще интересное такое. Вау. Вау. Это ж получается вот такая, как это назвать? Емкость. Вот такая вот. Настолько красиво украшена. И здесь налита вода. И в этой воде вот растут лотосы. Красивые лотосы. Вот тут уже отцвел, да, лотос, смотри. Класс. Да, вот такой вот Будда. Тоже все из дерева. Обалдеть. Какая филигранная работа. К деньгам, да? И эти табуретки тоже. Феникс, наверное, или павлин. Павлин, наверное. Это кто, дракон? Ну, прям произведение искусства, а не мебель. И это все из цельного куска дерева. Ну надо же. Сколько много труда вложено сюда. Дорого здесь. Неприлично дорого, как я рассказала, поэтому мы поедем дальше. Там дальше есть попроще кафешки, мы там спокойненько поедим за адекватные деньги. Сколько ты там сказала? Футбол 250 донгов стоит. Футбол 250 донгов. У нас в Муйне оно стоит 50, да, Вита? Да, я за 35 брала. Какой-то еще непонятно чем, вообще 600 стоит. 600 донгов за салат. Ну, это... Ну, короче, расчет на то, что продаешь один футбол, один салат, и можно месяц не работать. Начали ехать, и начался дождь. И мы нашли по дороге вот такой вот навес, тут заброшенное кафе. Остановились. Сейчас такой прям ливень начался. Тут вьетнамцы кушают что-то. Тоже остановились, на машине ехали. Пойдем-ка мы с тобой, он тут... Вон, видишь, они тоже прячутся. Прячьтесь, прячьтесь. А то сейчас всех снесет. Вот это приключение. Весело, да? Вообще. Короче, по заброшкам лазим. Тут он, еда. Он, может, нас как раз угостят креветками, там, я не знаю. Не хочу напрашиваться, конечно, не отказался. Да, вот так вот. Путешествие по заброшкам. Так, где моя жена? О, ты что, помогаешь, да? Глянь, у них креветки вот эти вот, как мы покупали, эти богомолы. Богомолообразные. Ну, вместе будет веселее пережидать дождь. Будем ждать, пока закончится дождь, потом уже будем ехать. Будем надеяться, что он скоро пройдет. Ира, ну что, ты креветки будешь у них просить?
А то я голодный. Ты голодный, ты не проси. Да, как я голодный, а ты попроси. Хотелось поесть что-то. А тут такое дело. Вместо еды в заброшке сидим. Надо было футбол 250 долларов покупать. Два футбол 500 долларов. 500 долларов в сутки в гостинице стоит. Ну, как-то, по-моему. Ну, он поменьше стал. Ага. Как бы так намекнуть, что кушать хочется. Дай мне кусательную конфету. Надо как-то пообщаться с ними, тогда они могут предложить. А интернета нет, чтобы перевести на вьетнамский. Seafood. Cool. Do you want try? Ага. A little. Yes. Я все хочу. Little. Good. В общем, добрые вьетнамцы увидели, что у меня слюна течет, и предложили поесть. Come on. Yeah, no problem. Yes. She. See. Ага. Вот такой вот хлопчик достался. Так вот мы и едим. Ира говорит, что ей не нравится. Там крабы, кальмары. Не нравится. А что не нравится? Не знаю. Не знаю. Ну, Что это? другого ничего нету в меню, поэтому кушай. Эти что-то не знаю, что это вообще такое. Вот именно вот это. Какое-то оно странное. Еще арбуз нам дали. В 1900 году маяк впервые зажег свой свет. На вершине лампа мощностью 2000 Вт, установленная на вращающемся механизме. Ее луч был виден за 40 километров, и для моряков этот свет стал настоящим спасением. С тех пор Кега стал символом надежды. В эпоху без GPS и радаров он был единственным ориентиром в ночи. Говорят, раньше на острове постоянно жило 4 смотрителя. Их сменяли каждые 2 недели, но когда море штормило, лодки не могли подойти, и людям приходилось оставаться здесь месяцами. Жизнь была суровой. На остров привозили пресную воду, еду и топливо для лампы. Связь с материком была только по радио. Ночами они поднимались по 183 винтовым ступеням, чтобы включить свет. И пока остальные спали, они дежурили в темноте, следя, чтобы огонь не погас. Один из старых смотрителей рассказывал: «Самые тихие ночи, когда море гладкое, а небо полное звезд, маяк будто дышит вместе с океаном. Ты чувствуешь, как он живет». Все, почти приехали. Сейчас найдем гостиницу на карте. Поедем, посмотрим, что почем. Прогулки на лодке вокруг острова. Все, мы приехали. Вилла называется, или отель, наверное, Лала Чил. Я оставлю в описании геоточку. Сейчас посмотрим, что здесь за номера. Ира говорит, что номер стоит 500 донгов в сутки. Вот. Так вот выглядит все. Все оказалось даже дешевле, 450 донгов. Сейчас идем смотреть. На букинге 500 было, а когда так приезжаешь на месте, то 450.
Судя по всему, 50 донг это комиссия букинга. Посмотрим. Перед сном мне почитаешь на вьетнамском. Цивильненько. Ну, вид, конечно, не активный. Ну, а что мы? Хотя нет, вот с окна вид есть. С окна прям на маяк. Вечером он светится? О, Класс. да, вид прям на маяк. Что-то здесь с замком не так. Ну, классно, нормально, все отлично. Супер. Тут он вообще втроем можно жить. Все, мы заселились, помылись, переоделись, немножко отдохнули и пришли перекусить. Ира не захотела кушать ту еду, которую вьетнамцы нам дали, поэтому она голодная. О, ракушки какие-то есть. А у них вот там есть аквариум. Ну, креветки, да, вообще все на свете у нас есть. В конце концов, Ира заказала вот такую вот лапшу с морепродуктами. Это, по сути, лапша быстрого приготовления Ну, так оно, и нет, много-много да, всяких тут овощей, а морепродукты, а вот креветка. Креветка, кальмар. Кальмар. И Ну, сколько ещё- это стоило здесь? 140. 140? Да. О, ну здесь дорого. У нас там, наверное, можно дешевле покупать. Ну, понятно, место такое. У местных рыбаков есть своя легенда. Говорят, что однажды во время шторма старый смотритель маяка исчез. Лодка, на которой его должны были сменить, не смогла добраться. Когда буря утихла, остров нашли пустым, но лампа все еще горела. С тех пор моряки утверждают, что по ночам на острове можно услышать шаги и звон старого колокола. И если прислушаться, будто кто-то все еще обходит башню, проверяя, горит ли свет. Это дух смотрителя, который так и не покинул свой пост, говорят старики. Сейчас маяк Кига – туристическая достопримечательность, но он по-прежнему работает. Механизм модернизирован, но свет по-прежнему освещает море, как и 100 лет назад. Сюда приезжают путешественники и фотографы, чтобы увидеть рассвет с вершины маяка. 65 метров над уровнем моря, гранитные стены, тишина и только шум прибоя внизу. Когда солнце поднимается над горизонтом, тени уходят, и все вокруг окрашивается в золотой свет. В этот момент понимаешь, маяки созданы не только для того, чтобы указывать путь кораблям, но и чтобы напоминать людям, даже в самой глубокой темноте всегда есть свет.
Мы шли, увидели вот этот отель, и нам стало интересно, сколько здесь стоит ночь. Тут даже бассейн есть. И вот зашли, чтобы узнать. How much room? You follow me. Окей. Идем, он нам покажет. Еще на лифте покатаемся. Добре. Это же очень интересно на лифте походить. Да и парню тоже делать нечего, как хоть заняться каким-то делом. Ага. Сидит в ТикТоке, наверное, по-любому. Или на ютубчик. Ну или в Тиндере. You from Russia? Ukraine. Ukraine. Yeah. Yes, Okay. yes. Слава Украине. Yeah. Ху-ху. I love you so. Это інший рівень, это інший рівень. And how much? 900. 900. Okay, this number. Do you have another numbers cheaper price? 900. Вот это круто. Хорошо. Сегодня будем там. Подумаем, может быть, в следующую ночь туда заселимся. Это удивительное место, куда попадаешь, словно теряешься во времени. Здесь можно почувствовать себя человеком, живущим 100 лет назад, когда не существовало GPS, смартфонов и интернета. А жизнь текла медленно, размеренно, под шепот ветра и шум моря. Все вокруг кажется простым, настоящим и каким-то по-доброму вечным. Мы обязательно вернемся сюда еще не раз, потому что это место словно перезагружает сознание. Оно очищает от суеты, наполняет энергией, заставляет остановиться и просто дышать. Здесь чистое море, легкий соленый воздух и почти нет туристов. Только местные жители, которые неторопливо занимаются своими повседневными делами. Да рыбаки, что каждое утро уходят в море, как и сотни лет назад, когда маяк Кега только начинал свой долгий путь хранителя света. И стоя на берегу, глядя на этот старый маяк, понимаешь, время идет, все меняется, но есть места, где мир все еще дышит так же, как прежде. Маяк Кега – одно из них. Идем на вьетнамскую дискотеку. Это нам туда надо? Ну да, вон через стенку там. Не, я же говорю, через стенку. Он сказал, что кухня не работает, а вот там вот туда иди. А, так тут кафешка? Да. Dealer. We are very glad to see you. And, I hope you live in Vietnamese many long time. yes, Vietnamese is beautiful. Thank you so much. Good. Hello sao? How long you? What's up? 100%. What's up? He's strong. I think. What's up?
I think 30%. Yeah. Что ж, вот и подошел к концу наш насыщенный день. Мы проехали 48 километров на байке, добрались до знаменитого маяка Кега, прогулялись и, конечно, все засняли на видео. Сейчас уже стемнело, поднялся ветер, и мы вернулись в отель. Пришло время праздновать годовщину свадьбы. Будем пробовать местное красное шампанское из Далата. Очень интересно, какое оно на вкус. Ведь их вино нам уже очень полюбилось. А завтра нас ждет новая поездка. Мы отправимся на сам остров, будем исследовать его, снимать и делиться впечатлениями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. До встречи. Пока.